Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте! Таро-прогноз, гороскоп, весна 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем подсказки карт. И планетарно планета Юпитер в конце мая переходит из знака зодиака Телец, и теперь она будет в знаке зодиака Близнецы. И это смена энергии. Если мы прежде говорили, что Юпитер в Тельце – это ось отношения финансы, то здесь наоборот, смена шаблона. Когда Юпитер будет в Близнецах, мы скажем это финансы и моя свобода, мое самовыражение, моя самодостаточность, моя индивидуальность. И дважды, наверное, потому что Плутон у нас уже находится в знаке зодиака Водолей, а Водолей – это и есть свобода и индивидуальность. Вот такие планетарные события происходят. И, кстати, Уран, который хоть и связан со значением, по крайней мере, ассоциации у нас таковы, он что-то разрушает. Но на самом деле Уран никогда не забирает то, что для нас прогрессивно, то, что может иметь продолжение, а как раз как будто выметает мусор из нашей жизни. Вот, может быть, произойдут и такие какие-то ваши события, в вашей жизни точнее, когда вы от чего-то откажетесь, потому что это не может быть продолжено. И все вот эти планетарные события, они как будто нас подводят к своеобразному итогу. И, наверное, за последние месяцы зимы мы будем в целом большими реалистами и захотим увидеть, что есть по факту. Потому что в жизни каждого из нас складывается какая-то реальная ситуация, или, может быть, это с какой-то информацией, или с вашим решением. Ну вот есть какая-то данность, и нам нужно определиться, во что я вкладывался. Вот такие вопросы мы можем задавать. Или во что я вкладывалась. Что из этого получилось? И что будет дальше? Для кого-то из вас, вы люди очень интуитивные, вы можете вот эту энергетику, которую я рассказала, прочувствовать не в мае, а уже месяцами раньше. Но давайте мы узнаем подсказки, тем не менее, карт. Не всегда Таро-прогнозы совпадают с планетарными. Но у нас две колоды. Колода Таро Истока и колода добра, мои дорогие, которую прорисовала великолепная художница и таролог с большим стажем Колет Барон Рид. И карты подаются с позиции позитивной психологии. Давайте будем добрее к самим себе, к своей мечте, к осуществлению своих намерений. Будем милосерднее к собственным желаниям. Жизнь никогда не бывает полностью предсказуема. И поэтому, если мы допускаем альтернативные варианты развития событий, а не так, как мы себе запланировали, для нас это очень хорошее подспорье в том плане, что нас сложно застать врасплох. Вот давайте мы узнаем, что же думают карты. И мы достанем три карты, 3 месяца, март, апрель, май. И посмотрим энергетику для вашего знака зодиака. Итак, для рыб и рыбок на весну. Март месяц. Апрель. Май. И раскроем эти карты по основным сферам жизни. И первая карта – дела, работа, бизнес. Финансы. Личная жизнь, мои дорогие. Неожиданности, возможные. Приятности или что вам будет помогать. И достанем карту «Совет», которую откроем в конце. Что же для вас март месяц принесет? Вестник воздуха, новое вдохновение, новое желание. Желание изменить что-то в своей жизни. Есть действительно какая-то данность, конкретный факт, который вам нужно решить. Или, мои дорогие, вам с чем-то нужно определиться. Может быть, по этой карте вы столкнулись с какими-то событиями, ну и непреодолимой силой, или со сложными людьми, или это вы с кем-то не можете найти
примирение, взаимопонимание и умение видеть рационально, ну, может быть, где-то и себя оценить рационально, в чем я прав, в чем виноват, в чем я заблуждалась, или как раз вот как по Урану, что имеет смысл продолжать, или избавиться где-то от иллюзий, нам об этом тоже говорят. И причем не просто иллюзорность какая-то, а именно в контексте ваших решений и дел, что я буду продолжать или в чем меня ждет успех. Вот такая своеобразная перезагрузка, как будто мы делаем выводы, основанные на опыте, мои дорогие. Это быстрая реакция, кстати, на что-то ответное. Она тоже предполагается. Как будто в марте месяце, ну, некогда расслабляться вообще, а умение увидеть, что же происходит вокруг меня, или оценить, может быть, собственную жизнь. Вот для вас все вот эти энергии будут важны, потому что правильное направление вы как будто должны принять, начиная с марта месяца, иначе вы в чем-то потеряете время. Тут ведь вот этот момент, рыцарь все-таки у нас, он должен продвигаться, значит, и ваше какое-то дело, оно должно продвигаться, но может быть в новом контексте, с учетом каких-то новых реалий или с какими-то новыми возможностями. Давайте посмотрим, что у нас на апрель. Восьмерка воды. Кто-то из вас может задуматься об отъезде или переезде далеко, или выходе из какой-то сложной ситуации. По этой карте мы ищем выход, и мы его находим. И, кстати, человек, который нам изображен, обратите внимание, он к прошлому уже спиной повернулся. Его нам показывают как будто устремленным уже в горизонт. Он в ожидании, когда корабль зайдет в гавань, и он уже готов куда-то отправиться. Может быть, вот эта самая перезагрузка где-то в марте. Она перед вами, четкость и понимание в каком-то процессе. Или это будет касаться вообще многих сфер жизни. К примеру, вы меняете работу или вы решите изменить сферу деятельности, а это повлечет изменение качества жизни, и личная жизнь тоже будет меняться. Для кого-то из вас начнется все с личной жизни, и в последующем вы будете решать вопросы финансов и работы. Тут какая-то реорганизация, причем для кого-то из вас практически на 180 градусов. И нам опять же карта говорит: отпусти иллюзии, инициатива и выбор пути. Может быть по этой карте словно остановка на полдороги. Но это не та остановка, когда мы расслабились и где-то раскисли. Нет, это может быть вот эта самая пауза, да, как человек этот ожидает корабля, я уже сказала. Вот это последний штрих, это какой-то последний аккорд. Как будто вы принимаете окончательное решение, и весь мир у ваших ног. Или вы действительно какую-то сложную ситуацию сможете разрулить, решить. И это будет для вас как окончание какого-то сложного периода и новые возможности. Май месяц. Посмотрите, карта Зов, так называется, 20-й старший аркан. И в классической колоде Таро это как карта суда. Это то, что нам по судьбе. Это то, что перед нами открываются действительно какие-то совершенно иные перспективы. Очень примечательно, что на восьмерке воды человек, я сказала, повернулся к спиной к прошлому. И по карте зов, да, не страшный суд, как в классических колодах, а именно зов, как будто нас что-то зовет вперед. И карта избавления от боли, избавления от страданий. Карта выбора правильного направления. Карта, когда мы можем как раз в мае оказаться словно на пороге судьбы. И будет очень важно чего-то не пропустить. Это карта в этой колоде добра, карта истинного успеха. Значит, вот необходима вот эта перезагрузка, повторяюсь, мои дорогие рыбы и рыбки. Будьте очень рациональны. Вот сам по себе интеллект по воздуху проходит. Для того, чтобы вы правильное направление в жизни взяли, понимаете, для себя что-то решили на долгий период времени, и пространство, Вселенная вам помогает всегда, когда выпадает старший аркан. Это словно помощь высших сил. Вот такой очень важный период весны, мои дорогие, для вас. Дела, работа, бизнес. Туз чаш.
Вы знаете, тут у вас что-то получится очень хорошо. Все-таки туз чаш. И, кстати, посмотрите, как будто чаша, да, кубок переливается с двух сторон амброзией, скорее всего. И у нас две птицы, два голубя. У кого-то личная жизнь тут может решиться, может быть, подписаны какие-то важные документы. Или вы определитесь, куда идут наши отношения, да. Вы что-то тут вас порадует. Это карта больших возможностей. Также и дела, работа, бизнес, значит, согласование документов или то, чем вы занимаетесь, будет иметь как и продвижение, успешное, может быть, завершение, или в завершении как будто открытие новых, опять же, возможностей. Что-то продолжается, но уже в более позитивном ключе. У вас вообще на повестке весны очень важные вопросы в вашей жизни. И здесь все сферы для вас будут важны. Может быть, начиная от места вашего проживания и кончая вашей самореализацией. Вот это новый вкус свободы, новых каких-то возможностей. И правда перед вами открывает мир, по сути дела, так. Нечего добавить. Правда, удачный период, мои дорогие, ну а тут вообще мне нечего добавить. Это карта Солнца на финансы, поэтому чем бы мы тут ни занимались. И, кстати, это карта выбора правильного направления. И вполне вероятно, для кого-то из вас эта карта будет означать, что от того, чем вы будете заниматься в последующем, будет зависеть ваша, ну, может быть, финансовая составляющая. От того, как вы выберете, может быть, сферу деятельности. Или, может быть, вы до этого не решались, каким образом ко мне приходят деньги. Может быть, это была задумка новой сферы деятельности. Все же откуда-то мы зарабатываем деньги. Для кого-то из вас вот как раз вот новое будет и означать какой-то, как и успех, так и финансовый достаток. Правда, нечего добавить. Но этот период, когда выпадает старший аркан Солнца, мои дорогие, нужно очень внимательно использовать, не упуская ни одного дня. Потому что это еще и выбор правильного направления, дистанции где-то на несколько месяцев, в среднем где-то полгода. Вот отсчитывайте, где-то от весеннего периода и летний период. Не расслабишься, нет. Куй железо, пока горячо. И этот период шестимесячный. Он задаст цель или какой-то настрой на последующие лет 10-20. Ну вот будьте аккуратны, не как будто не пропустить чего-то для вас будет важно. Или не упустить, и так тоже возможно. Личная жизнь, король жезлов. Это карта харизматичного лидера. Вы себя просто поставите на первое место. Вы можете столкнуться с таким человеком, кстати, который надеется сам на себя. Может быть. Но давайте мы немножко раскроем эту карту. Я достану дополнительный, потому что самые разные меня смотрят люди в разном статусе. И первое, это для тех, кто в паре, для тех, кто семейный, у кого сейчас все хорошо. По королю жезлов, вы знаете, вы можете в целом даже с чем-то определяться, как будто само-то и решение в этой карте тоже у нас проходит. Знаете, может быть, придется вам, как будто, ну, если мы говорим про семейных, для тех, кто в паре, согласовывать ваши какие-то намерения, чтобы быть правильно понятым. Но по королю жезлов вы не можете себя поставить на второе место. Если вы где-то, тут скорее дипломатия ваша, кстати, лояльность к людям, она вам будет помогать договориться или как-то озвучить свой проект, чтобы вас люди поддерживали, ваши близкие люди. И, скорее всего, тогда, знаете, вот эта самореализация, она для вас станет не просто возможной, а она для вас будет означать, ну, знаете, как творческое лидерство какое-то, творческие идеи. Ведь не вы можете чувствовать свою сильную позицию, а кто-то может и сомневаться. Ну ладно, для тех, кто в паре, у кого все хорошо, давайте достанем карту. Что для вас этот период? Правда, тут новое вдохновение, новые возможности, когда вы будете с чем-то, скорее всего, определяться. Новых возможностей много. И карта нам говорит, но существует только как будто одно направление или что-то одно нужно выбрать из открывающихся, ну, либо предложений, либо каких-то новостных событий. Не промахнуться как будто по этой карте тоже будет важно, но у вас будет достаточно, ну, знаете как...
вашей мечты, может быть, да, или, может быть, хотели вы осуществить, ну, очень много чего. И карта нам отчасти говорит, что, да, воображение, фантазии, это все нам помогает, но иррациональность, как будто не потерять время даром, нам будет помогать дважды, наверное, потому что есть по этой карте такой момент, когда, знаете, что-то как начинание еще пока в тени. И быть менее жестким, научиться как раз обходить какие-то, может быть, правила или определенная гибкость нам подарит возможность со всеми договориться или правильно объяснить, что же вы для себя поставили на первое место. Но вообще, я бы сказала, для большинства это новые планы ваши и вашей семьи, вашей пары и взаимопонимание с вдохновением. По крайней мере, уделить, если внимание должным образом, да, даже если где-то ваш проект вначале не поддержали, то потом поддержат. Для тех, кто в сложных отношениях. Давайте достанем карту. Семерка жезлов. Знаете, по семерке жезлов тут на нас как будто влияет. На семерка это всегда воздействие либо людей, либо обстоятельств. Называют в других колодах это карта соревнования. Здесь у кого-то, правда, спор может пройти, когда один другому что-то доказывает. И, знаете, победителей тут не будет. Вы можете где-то согласиться, и тогда вы попадете словно в режим многозадачности. По семерке все-таки жезлов чаще на нас воздействует, чтобы мы с чем-то согласились или приняли точку зрения, или выполнили какую-то работу. И карта нам говорит, ты сначала задай себе вопрос, а надо ли мне в этом направлении тратить силы или тратить время. Вот так вот тоже. Все зависит от ваших намерений, и поэтому дважды, раз выпадает король жезлов, по баллам, парадам командуете вы. Нельзя себя поставить на второе место. Для вас это в целом, ну, как приоритет на всю весну. Иначе ваше солнце, ваш туз чаш – вы как будто можете упустить. Не место, наверное, вообще спором, а вот правильным выводом самое время. Но тут, наверное, у каждого по-разному. Но, может быть, вот как будто нам человек даже, да, поднял руку, я надеюсь, это видно, и говорит, стоп, остановись, не торопись куда-то, оставь себе место для маневра. Может быть, выйти из какой-то ситуации, многозадачности или из каких-то сложных отношений. У кого-то это тоже будет важно, потому что время, понимаете, это, наверное, самый важный ресурс, который невосполним. И у вас в течение весны это тоже своеобразная задача. Для тех, кто один или одна. Двойка мечей. А тут, правда, вы должны как будто сделать важный вывод. Вы как на развилке, и тут не может быть двойственного мнения. Тут должно быть что-то однозначно принято. У кого-то, для тех, кто один или одна, я могу вполне такое предположить, что, знаете, вопросы вашей самореализации, они просто будут в весенний период на первом плане. Для кого-то из вас это может быть и ну, какие-то отношения, которые не принесли вам вдохновения в предыдущий период, и вы можете себя поставить на паузу и сказать, что я, ну, неудачлива или неудачлив в решении личной жизни, и это будет неправильно, у вас помним, да, туз чаш. И пусть это на дела, работу, бизнес, но это в целом правильное взаимодействие. Значит, какая-то, может быть, прежняя история, ну, где-то не очень правильная была. Нужно вывод именно какой-то сделать и идти дальше в новые отношения. Как будто принять, что есть по факту. Вот кто-то подводит такие итоги и по личной жизни тоже. И из двух мечей у нас должен остаться неизбежно один. И я называю, вот когда один меч или туз мечей, это как выход из лабиринта, мои дорогие. Для кого-то из вас это еще может быть, как знаете, ситуация тупика, правда. В этой колоде проигрывается. И нам говорят, не спеши. Как будто ты сначала, если была какая-то, как знаете, священная рана или болевая точка по не сложившимся отношениям, но с места в карьер определенно рваться не нужно. Переключись, тогда эта карта говорит, на какую-то другую реальность, на другую сферу жизни. Может быть и так. Неожиданности, мои дорогие. Туз монет, деньги,
возможности, поддержка высших сил, какие-то новости, которые перед вами дополнительно открывают возможности. Кстати, по этой карте новости поначалу нас могут ставить в тупик. Проходит время, мы понимаем, зачем это было нужно. Поэтому в неожиданностях не торопитесь реагировать как-то на услышанную информацию или открывшиеся возможности. Здесь нужно будет все равно, опять же, вестник воздуха, рационально что-то продумать. Но в неожиданностях чаще всего это туз-момент, это счастливый поворот судьбы. И вот как раз значение неожиданности я больше где-то, но с таким отрицательным посмыслом. А для вас, мои дорогие, возможности. Даже какой-то кризис– это тоже возможности. Но для кого-то получение денег. Или новые способы заработка, мои дорогие. Что-то вы тут по финансам, по работе будете решать, продвижению своему. У вас, правда, очень продуктивный период весны для собственного самовыражения, осуществления своих намерений и целей, для зарабатывания денег и последующих перспектив. Помним, карта Солнца. Приятности. Карта Мага. Карта очень больших возможностей. Мне нечего добавить. Не прошляпьте, мои дорогие, вот только единственное. Потому что есть все же опасность неправильное решение принять или скатиться в какую-то многозадачность или согласиться на то, что не имеет смысла. Вот, видимо, знаете, быть рациональным, и есть еще такой момент, ведь у вас не одна карта уже сказала о правильном взаимодействии с людьми. Все решают люди, помните. И наша сильная позиция часто, она сопряжена не с тем, что мы кому-то что-то доказали, а что мы вовремя были гибки, обошли какие-то острые углы. Вот как раз карта Мага. Что вам помогает, если мы говорим? Умело как-то распределить свои силы и умело договориться. Умело воспользоваться возможностью. Увидеть перспективы там, где другой не видит. Вот это тоже. Все-таки карта Мага. И поэтому вот нечего, мои дорогие рыбы и рыбки, добавить. У вас удивительный расклад на весну. Ну вот будьте, ну где-то, знаете, реалистом в том плане, что когда нам дает судьба какие-то возможности что-либо изменить, этот период не длится вечно. Он рано или поздно как будто заканчивается. И важно успеть его использовать по максимуму, потому что чаще всего мы успеваем расслабиться и думать, что так будет всегда. А тут будет именно из этих возможностей нужно создать какую-то реальность, мои дорогие. Давайте карту совет. Влюбленные. Сделать важный выбор, как будто нужно. И не может быть по-другому. У кого-то это выбор будет касаться личной жизни. У кого-то это будет именно ваша сфера занятости, чем я буду заниматься. Или ваш прогресс по вашему месту работы. Может быть, это карьера. У кого-то из вас связан с переездом. Может быть, с какими-то отношениями, которые были или строились длительный период времени. И здесь вот тоже какой новый этап. Мы в начале до карт с вами говорили, что мы можем задавать себе вопросы. Во что я вкладывался, и что из этого получилось, и что дальше. И вот где-то эти вопросы, это старший аркан, обратите внимание, будут у каждого свои обстоятельства, но вам их, ну, как будто на них, точнее, необходимо знать точный ответ. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки. Я вас люблю, и будьте счастливы и любимы всегда.